Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Сегодня я вам покажу, как вязать красивый двуцветный рельефный узор крючком. Вязать буду из шнурочка карамель 2 мм, крючком номер 3,5. Заказать такой шнур можно по моему промокоду со скидкой 10%. Все реквизиты сайта и промокод найдете в описании под данным роликом. Итак, приступаем. Так, изначально берем светлый шнур и набираем количество петелек нечетное, плюс 1 петля подъема. Для образца я наберу 15 петель, плюс 1 для подъема. Плюс 1 петелька подъема. Итак, во вторую петельку мы сейчас просто провязываем столбики без накида. Это наш первый ряд. То есть у нас должно получиться нечетное количество столбиков без накида. У меня это 15. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Итак, довязываем до конца первый ряд. Когда будем провязывать последнюю петельку, 2 петли на крючке, и мы меняем цвет. То есть берем шнур, другой цвет, который у нас будет, делаем петельку. И смотрите, так как мы, когда будем вязать новый ряд другим цветом, ниточку другого цвета будем также ввязывать. То есть сейчас мы вот что делаем. Ныряем под ниточку светлого цвета и провязываем вот так вот воздушную петельку, чтобы вот эта ниточка светлого цвета вот так была сверху, так как далее мы ее ввязываем. Вот мы ее будем ввязывать. Хвостики пока не трогаю, чтобы вас не путать, их потом можно просто спрятать. Так, и вот эта воздушная петелька, это уже считается первой петелькой нового ряда. То есть мы ее, когда будем просчитывать, у нас должно будет в каждом ряду быть 15 столбиков с накидом, без накида, длинных, коротких. Вот это уже считается столбик, вот эта воздушная петля. Поэтому провязываем следующую петельку и ввязываем ниточку светлого цвета. Это уже вторая петля. Считайте, то есть их всего должно быть 15. Так, 1, 2, 3, 4, 5. То есть второй ряд мы тоже вяжем, только другим цветом столбики без накида, ввязывая ниточку светлую. Провязываем последнюю петельку, не забудьте посчитать, то есть вот эта первая воздушная петля у нас первый столбик, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, и вот это 15, да. Смотрите, когда провязываем 15, снова меняем ниточку. Как меняю ее я? 2 петельки на крючке, ниточку вот так вот переплетаем. Заодно ниточка нашего вот этого ряда, она поднялась вверх, и теперь мы опять же будем ее ввязывать. Так, делаем воздушную петельку, как я уже и говорила. Эта воздушная петелька является первой петелькой нового ряда. Так, далее я уже покажу, как мы начинаем вязать этот узор рельефный. Провязываем сначала столбик без накида. И далее вытянутый столбик, который идет в основании второго ряда. Опять же ниточку темного цвета мы ввязываем. И таким образом чередуем короткие петельки с длинными. Короткие петельки и длинные петельки. Снова короткая петля, длинная петля,
Так мы провязываем до конца ряда. Так, смотрите, здесь в конце что мы делаем? Мы провязываем один столбик без накида, короткий, да, и у нас здесь вот есть как бы такие перемычки. То есть теперь, начиная с третьего ряда, из-за того, что мы первую петельку считаем воздушной петлей, мы всегда последнюю петельку теперь с третьего ряда, последнюю петельку мы будем провязывать за вот такую вот перемычку. И снова меняем цвет, так как я вам показывала. Вот таким вот образом. То есть можете просчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Чтобы вы не потеряли никакой петельки. Далее все темные ряды, опять же провязываем воздушную петельку, все темные ряды мы просто вяжем столбики без накида. Не забываем, что первая петля у нас воздушная петля. И далее, ввязывая ниточку светлого цвета, мы просто до конца ряда провязываем 15 столбиков без накида. Не забываем, что с третьего ряда последний столбик мы провязываем за перемычку. Вяжем до конца ряда. Так, довязываем до конца наш 4-й ряд. И смотрите, 15-ю петельку мы провязываем за перемычку. Так, 2 петли на крючке, ниточки так переплели, провязали и делаем воздушную петельку. Темную ниточку опять же мы подбираем. Так, что теперь у нас получается? Как вяжем следующий ряд, который у нас идет светлым цветом. Смотрите, первая петелька, вот эта воздушная петля у нас уже есть. Далее мы берем за длинную вот эту петельку предыдущего ряда, и вот эта петелька ложится на вот этот столбик без накида, который мы не провязываем. Мы провязываем следующий столбик. Да, теперь далее. Вот таким образом 2 длинные петельки провязываем вместе. Опять же, столбик под ними мы не провязываем, оставляем, провязываем следующий. То есть так чередуем, делая вот такие вот скрещенные петельки и пропуская один столбик без накида предыдущего ряда. Так, и провязываем последний одиночный, да, и вот за перемычку, как всегда, последнюю петельку. То есть мы провязываем, меняем петельки, вот таким вот образом делаем воздушную петлю. Просчитайте, количество петелек у вас должно быть вместе с воздушной петлей снова 15, и далее переходим на вязание темного ряда. Так, далее все ряды, которые идут темным цветом у нас, да, мы провязываем просто столбики без накида. Так, воздушную петельку сделали, первый столбик это, и вяжем до конца ряда. Далее эти светлые ряды мы будем чередовать. То есть я вам сейчас показала, как мы вязали первый кластер именно светлых рядов. Далее мы будем вязать по-другому. То есть мы будем чередовать первый кластер рядов со вторым кластером. То есть довязываем до конца темный ряд. И опять же покажу, как мы провязываем светлый ряд. Итак, теперь мы снова переходим на светлые ряды. Первую воздушную петельку, первая петля ряда у меня уже провязана. И теперь смотрите, то есть они будут чередоваться, да, сначала ряды провязанные так, как я вам показала первый ряд, а теперь ряды. Там мы вначале вязали, у нас была воздушная петелька, столбик без накида, и тогда только мы провязывали длинную петельку. Сейчас у нас воздушная петля, и мы сразу провязываем
длинную петельку, чередуя с короткой петлей. То есть длинные, смотрите, опять же, они у нас заходят вот под это сплетение, можно сказать. Длинная петелька, короткая петелька. Не забываем, что мы ввязываем шнур темного цвета. То есть все длинные петельки, они у нас ложатся вот таким вот образом под эту скрученную петлю. Вяжем до конца этот ряд, чередуя длинную петельку с короткой петелькой, обязательно ввязывая шнур темного цвета. Итак, длинная петелька, и остается у нас за перемычку провязать, да, и закончить вязание этого ряда. Ниточки переплетаем и вот так вот воздушную петельку. Все, просчитывая количество, далее самостоятельно провязываем следующий темный ряд, просто столбики без накида, их должно быть 15. Так, и смотрите, теперь, когда мы снова перешли на новый светлый ряд, вот наша воздушная петля, еще провязываем столбик без накида и сразу делаем 2 скрещенные. То есть вы помните, что в кластере из первых рядов мы сначала провязывали одну вот эту петельку, а потом 2 вместе. То есть мы таким образом делаем узор, чтобы вот эти вот у нас скрещенные петельки, они вот так вот не одна над одной находились, а такими ромбами. Итак, столбик, который под ней, мы пропускаем. Далее столбик без накида, снова 2 скрещенные. Петельку под ними пропускаем, следующую провязываем. Так, далее снова делаем скрещенные наши петельки, под ними петля пропускаем, следующую провязали. Так, и конец ряда мы провязываем один столбик без накида и за перемычку второй. Снова цвет меняем. Так, не забыли, что ниточки у нас переплетаются. Делаем воздушную петельку. Видите, смотрите, и у нас получается, что вот эти наши плетеные такие столбики, да, они вот так вот чередуются и ложатся в сеточку. Сейчас еще провяжу ряд темным цветом и покажу еще раз. То есть мы будем чередовать кластеры из светлых рядов, как я в начале показывала, со светлыми рядами, как я показывала вот сейчас. То есть я сейчас провяжу еще ряд темным цветом. И еще раз покажу, как я начинала вязать эти светлые в начале. То есть они немножко по-другому провязываются. Так, смотрите, как теперь снова вяжем ряды, которые с короткими вытянутыми петлями. Вот у нас воздушная петля светлого цвета. Провязываем столбик без накида и длинную петельку вот сюда, под вот это скрещение. То есть, в принципе, можно и смотреть рисунок и вязать по рисунку. То есть все длинные петельки мы вяжем именно под вот эти скрещенные. И в конце мы провязываем
1 столбик без накида и за перемычку 2 столбик без накида. Переплетаем ниточки, снова самостоятельно провязываем ряд темного цвета, а я еще раз покажу, как сформировать эти соты. И смотрите, в этом ряду я перешла на светлый цвет. У нас одна воздушная петелька, то есть первая петля ряда, и дальше мы делаем одиночную перекрещенную петельку. То есть я вам говорила, что сейчас мы вяжем точно так же, как вот эти первые кластеры. Вторые мы вязали по-другому. То есть мы будем чередовать. Во-вторых, мы первую петельку не провязывали, сразу вторую, третью вместе. Так, петелька, которая перед ней, которая под ней, петелька, которая под ней, мы пропускаем, провязываем далее столбик без накида, и все так же, как я вам и показывала, когда мы делали первые кластеры светлого цвета. Первые вот такие скрещения. Таким образом, когда мы чередуем эти ряды, да, у нас вот эти скрещенные петельки, они в таком вот порядке, не один над одним, а образуют вот такой вот красивый узор. Вяжем далее самостоятельно, я покажу, что получилось у меня. Так, вот такой вот получается узор. Смотрите, какой рельефный. Вот это у нас изнанка. Вот это лицевая сторона. Смотрите, какая красота. Так, узор идеально подойдет для пледа, для наволочек, также для одежды. Итак, конечно, вязать можно не обязательно из шнура, вязать можно также из пряжи. Итак, если вам был полезен мой видеоурок по вязанию вот такого замечательного двуцветного узора, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!